И всем привет, с вами я Николай. Сегодня хотел бы поговорить о книгах, а именно какие, что будет с книгами и тому подобное. Ну, как вы знаете, сейчас курс доллара очень высокий и тому подобное. В общем, чтобы вы понимали, книги, конечно, подорожали. И это просто ужас. Сейчас книги в среднем подорожали, чтобы вы понимали, ну, рублей на 200. И здесь, конечно, все входит. И цена на бензин, и цена на бумагу, краску, полиграфию, всё тому подобное. Допустим, сейчас вот новинка книги 6 апреля выйдет Стивена Кинга про Билли Саммерсона, так называемого. Я, конечно же, можно, конечно, почитать, о чем книга будет, но я, как правило, не хочу в подробности. Ну, потому что как бы уже будешь примерно знать, о чем книжка, о чем сюжет, так что хочется сделать себе, как говорится, сюрприз. А книга, например, вот стоит 963 рубля, 560 страниц. Чтобы понимать, книга должна вообще стоить примерно рублей 700, но никак не 963 рубля. А электронная книга, которую можно купить на Литресе, стоит 314 рублей 10 копеек. Но это с учетом, как говорится, скидок. Можно, конечно, рублей за 300 купить, если там промокоды ввести и тому подобное. Что будет, как говорится, с книгами дальше? Как по мне, если сейчас старые книги, которые были уже выпущены, как говорится, они не будут в цене подниматься. Они такой же и останутся, как и книги в электронном варианте, как на Литресе, на МТС библиотеке, Майбуке и в Storytel и тому подобных сервисов. Но новые книги, конечно, будут, которые вот после февраля месяца, марта месяца, конечно, книги, которые должны были выпуститься в апреле месяце, книги, конечно, будут очень дорогие. Ценник, конечно, вырастет. И что дальше, вы спросите, будет с книгами? Ну, с книгами что? Многие, конечно же, перестанут покупать именно бумажные экземпляры, потому что они очень дорогие. Но, как мне кажется, книги будут, конечно, именно только иностранных писателей дорогие. Потому что все-таки там Европа, Америка и тому подобные страны, у них курс совсем другой, так что все будет, конечно, печально. Но ничего, будем зато своих российских писателей поддерживать. У нас очень много российских писателей, такие как Дарья Донцова, к примеру, потом Татьяна Устинова, детективы, которые тоже пишет. Ну, кстати, может быть, кому-то, конечно, это не стёб, потому что некоторым нравится реально писатели. Я их, конечно, не читал, но надеюсь, что книги реально у них интересны. Также еще куча, конечно, сам издата. А сам издат — это не все плохое качество, есть и хорошее. Так что, когда я хотел себе купить книгу, вот эту новинку, я думал, ну, рублей 600 будет стоить, ну, не меньше. Но когда узнал о том, что Стивен Кинг будет, считай, под штуку стоить, я, конечно, перехотел его брать. Но лет через 5-10, как по мне, люди вообще перестанут читать бумагу. Ну, потому что, как говорится, чтобы сделать бумагу, нужно дерево, а дерева все меньше и меньше. Так что скоро будет, наверное, чисто переработка бумаги. То есть, типа, сдаешь старые книги, а получаешь взамен какие-нибудь новые. И то не факт, что это будет. Может быть, когда-нибудь, лет через 10-15, может быть, больше, люди только будут читать книги из библиотек. Да и то, наверное, только будет как уже музейная редкость. Все будет закрыто.
Так что я буду читать, к примеру, в электронном варианте книжку. Лучше заплатить 300 рублей, чем платить 1000 рублей, сами поймите. Да, бумага, конечно, хорошо, чтобы вы понимали, но, увы, придется чем-то жертвовать. Так что вот так вот, ребят, что будет дальше, я сказал. Будет просто все хуже и хуже. Потому что книги бумажные, это, конечно, хорошо, но ценник очень высокий. Но опять же, не все будут читать электронные книги. У кого, как говорится, средства есть, у таких, как моих, к примеру, коллег, которые зарабатывают на этом же буктюбе, так называемом, которые раскрутились там до 80-100 тысяч подписчиков, они, конечно, да, будут и по 50, и по 100 тысяч они примерно зарабатывают в месяц, да, конечно, они будут покупать книги, потому что у них деньги на это есть. Да и просто ради рекламы, как говорится, тоже, в принципе, им бесплатно отсылают книг. Очень много. Кому-то 20 книг в месяц, кому-то 50 ради рекламы. Но мне никто никогда не засылал книжки пока что. Может быть, и будут когда-нибудь засылать, но это не точно. Так что сегодня просто ролик решил записать, что будет с книгами в будущем. Просто мои размышления. Просто решил сегодня записать, вот и записал. А что вы думаете по поводу всего вот этого, тоже можете, в принципе, написать в комментариях. Стоит ли, типа, переплачивать ценник, грубо говоря, в 3 раза, чтобы купить бумагу, или лучше не стоит и купить в электронном варианте. Ну и, конечно же, у кого есть возможность поддержать меня, ссылка на донатик будет в описании под данным видео. Просто хочется сильно купить бумагу, потому что все-таки последние, по крайней мере, в нынешней ситуации, последняя книга от Стивена Кинга, которая будет выпущенная. Ну а потом, конечно, неизвестно, когда это все будет, потому что все контракты с издательством АСТ прекращены на данный момент. Так что все, ребят, спасибо всем за внимание и понимание. Будьте здоровы, до новых встреч, всем удачи и всем пока.